сначала тебя представлю, да, потому что сразу начинаем, да, по времени. Так, это у нас Денис Дмитренко, правильно произнесла? Потому что у меня с русскими этими. Совладелец, руководитель нескольких IT-компаний, архитектор бизнес-процессов и проектов. То есть у него еще целая куча всего, но он коротенечко написал, да, потому что я такая, вы знаете, то есть я девушка-ворона, как я это называю, да, я все забываю. Так вот, друзья мои, мы сегодня собрались, почему? Потому что идут запросы как раз про искусственный разум, то есть что у нас происходит, есть и паники, и не паники, и этот человек нам немножко может объяснить, в чем тут дело. Насколько Денис, давай-ка расскажешь нам немного вообще, что это такое вообще и с чем его едят. Для простых да, людей, простыми словами. очень популярная тема в последнее время — нейронные сети, искусственный интеллект, развитие разных, наверное, самый популярный интеллект, который используют, называется там, чат GPT. Многие о нем слышали. Сейчас вышла уже там какая-то новая версия, 4-я. Вот. Это компьютеризированный аналог человеческого мозга, можно так сказать. Потому что люди, когда его создавали, они вдохновлялись той моделью, которая работает в нашем биологическом мозгу. Эти нейронные связи, которые формируют память, интеллект и так далее. То есть вот он есть искусственный. Текущая модель чата GPT, та, которая доступна всем там, за определенную плату, это называется GPT-4, у него в его возможности 1,8 триллионов нейронных связей. Для сравнения с человеком, у человека около 100 триллионов нейронных связей. То есть он еще, тот, который нам доступен, он еще довольно далеко, но при этом он уже там творит чудеса. Вот. Математическая модель, которая лежит в его основе, была создана лет 30 назад. То есть, получается, сейчас то, что мы видим версии, которые нам показывают, эти простые, да, в принципе, по идее, это простые, это вообще отсталое, да, это уже где-то... Ну, это сама идеология, это сама модель была сделана, вот, разработана учеными очень давно. Она довольно проста в своей основе, это как последовательное такое проход информации через разные слои, можно так сказать. Вот. Что сейчас из современного там более есть? Возможно, эту модель улучшили там, и так далее. Наверное, нам недоступно. Слушай, а вообще меня пугает та скорость, с какой она развивается. То есть, что происходит? Ужасно Это пугает. просто... То есть, потому что, по идее, совсем недавно все это вышло, и с такой скоростью начинается развитие. Вот вообще, ты как думаешь, что там дальше? Это просто космическая скорость. То, что сейчас происходит, с какой скоростью появляются новые профессии, отмирают старые, это там, за 1 год происходит просто сумасшедшее прыгание. Те возможности, которые предоставляет этот инструмент, это просто поражает. Я никогда раньше не мог подумать, что искусственный интеллект сможет творить. То есть, что он может, какие-то там творческие вещи делать. Например, там картинки рисовать. Те вещи, которые сейчас все видят, это просто это секунды. Вот. Стихи, тексты, там любые рассказы, все что угодно. Это поражает. Слушай, как ты думаешь, вообще отмирание профессий многих будет? Да, оно уже полным ходом идет. Вот я тоже, когда смотрела, потому что мы с тобой когда разговаривали, да, немножко, я тоже когда смотрела, для меня, как ни странно, не то, что не странно, да, слава богу, что они останутся, такие рабочие профессии, понимаешь? А вот все вот это вот управление, которое сверху якобы, да, то есть оно уже переходит все на... Вот, например, копирайтеры, которые раньше писали тексты, там, редактура и так далее, переводы, это все уже отмирает, это все делают машины и очень быстро. Возможно, рабочие профессии начнут отмирать, как только подтянется робототехника. Вот даже совсем недавно, буквально там, может, месяц назад, самая передовая американская компания Boston's Dynamics, они выпустили новую версию своего человекоподобного робота, он полностью электрический теперь. Вот. У него нету гидравлических каких-то приводов и так далее. То есть, эта штука будет снабжена искусственным интеллектом, это однозначно. И нас ждет уже в ближайшем времени, мы это увидим все вещи, когда реально будет умный робот. Они уже есть. И их скоро
начнут просто продавать, его можно будет купить. Слушай, мне сейчас просто сразу в голове вот этот фильм, да, I'm Legend, это «Я легенда». Вот это, вот вообще, вот прям накладочка такая. И, кстати, я совсем недавно думала, хорошо бы иметь робота дома, да, который все делает такое, да, потом, блин, страшновато. Ну да, вдруг он там осознает себя. Вот это самое Да, это страшное. Вопрос, может ли там появиться сознание? Сможет ли вот. эта машина себя осознать? Неважно, это робот или это просто компьютерная, ну, в сети гуляющая программа, вот эта нейросеть. Сможет ли она получить осознанность какую-то? Будет ли у нее эмоции возникать? Мне кажется, будет, вот ты не поверишь, да. Но вот эмоции для меня, если смотреть вот так тоже, да, как они холодные, да. То есть вот этих вот влюбленностей ярких, да, такого нету. А вот более такие эмоции, когда на уничтожение, вот это вот у меня есть. То есть это вот показывают. Да, То есть, короче, в оружии это уже полным ходом используется. То есть уже есть системы, которые используют компьютерное зрение полным ходом вообще, ну, в любых там конфликтах. Эта система позволяет, например, там летит ракета, да, ее можно подавить при помощи систем радиоэлектронной борьбы. Ну, вот просто отказать от управления или там заглушить ее как бы там радионаведение. Старые ракеты используют, ну как текущие, они используют там, радиоволны условно для того, чтобы наводиться на цель какую-то. А тут уже зрение. То есть тут уже зрение и внутренняя система принятия решений. То есть искусственный интеллект видит, понимает, куда нужно навестись, и это уже это будут оснащены какие-то там танки, я не знаю, какие-то там дроны и так далее. То есть, то есть смотри, и вот я извиняюсь, что я тебя немножко прерываю, да, потому что иначе у меня мысли, ты же знаешь, как у меня они ходят. То есть вот эти вот законы, они, насколько они вот эти 3 закона, да, основных, то есть они еще у Герберта Уэллса, по-моему, они были прописаны, были тогда в эти фантастике. Насколько ты думаешь, они вообще работают? вообще не рабочая. Я думаю, что абсолютно не рабочая. Если в этой штуке будет сознание, и она будет переживать за свою смерть, за свое существование, то ну, невозможно просто. То есть невозможно прописать такой постулат, что вот типа не думай, мы тебя научили думать, у тебя там столько возможностей думать, но ты не думай и в первую очередь там не навреди человеку. Вообще Очень может быть заложено ли это в программу? Вот следующий вопрос, невозможно. понимаешь? Мне кажется, Это оно и не просто заложено даже туда. это аналог, это вот цифровой разум, действительно. Вот у него есть огромное количество связей, которые ну, сейчас нейросети, они подконтрольны, они как бы не ну, вот, для генерации картинок, например, или там для написания каких-то текстов, или там просто в открытом доступе есть, там, для каких-то своих задач могут использовать. То есть ее принцип работы в том, что классический алгоритм, он для того, чтобы провести, ну, типа там, подойти к какому-то решению, ему нужно полностью пройти все циклы вычислений. Например, если поставить 2 коробки какие-то, вот, человек, когда на нее смотрит, на 2 разные коробки разного размера, он понимает, что это меньше, это больше. Потому что у него есть ну, как бы, какой-то опыт заложенный. То есть он визуально уже видит. Классическому алгоритму нужно померить все размеры и там, сравнить с другими размерами и типа, сделать вывод. То в нейросети вот как раз тоже заложен вот этот вот момент как бы относительности. То есть она может понимать предпочтения. То есть, скорее всего, это больше. Это большая коробка на там, 90%, и этого хватит, чтобы принять решение. То есть она думает. Кто думает? Можно Кто сказать, это что придумал? Кто вот это придумал? вот 30 лет назад математики это придумали, когда еще не было возможностей технологических, но там сама модель, как это, математическая модель человеческого мозга, она уже была вот математиками разложена. Ну, слушай, мы сейчас немножко в сторону отойдем, потому что ты касался со мной в разговоре именно теми изменения самой структуры человека. То есть через как раз какие-то генетические изменения. Мы сейчас немножко давай еще в эту, что это тоже даже возможно такое, что человека можно изменить полностью. Да, сейчас есть эта технология. Мне давно рассказывал о ней очень хороший знакомый микробиолог. В
в разных странах есть возможность на уровне искусственного оплодотворения, искусственного зачатия внести изменения в будущего человека. Потому что то есть это изменение нужно доставить только в одну клетку, которая формируется из двух. И там как бы есть 4 основных генома, которые программируются и составляют вот это вот нить ДНК. И там можно нести любые изменения. Цвет глаз, рост, генетические болезни убрать или добавить, какие-то там эмоциональные, может быть, даже штуки, больше выброс какого-то гормона и так далее. Эта технология только пока на уровне клетки, ее можно вносить было бы в живого человека, сформировавшегося, только нет технологии доставки этой информации сразу во все клетки. Ну, ее нужно одновременно доставить. А вот на момент зачатия это, искусственного, это уже работает. То есть можно проплатить себе там ребенка каким-то, я не знаю, определенным. Я сейчас немножко тогда коснусь еще вот этой темы, то, что у нас в мире происходит. Может быть, как раз поэтому и идет такое уничтожение человечества, что просто зачистка идет, потому что такое количество людей просто не нужно. Не то, что их, как вот все говорят, да, о том, что мы переполнена земля, и все это ерунда, ты сам знаешь. Абсолютно ерунда при том. А вот именно для того, что просто не надо, они не нужны будут, люди. Это к тебе вопрос. Вот, ты знаешь, да, ко мне вопрос, это такой глобальный, конечно же, очень, да, но почему-то вот у меня с самого начала всего, что происходило, то есть как раз такая мысль была, вот как зачистка, и главное, зачистка-то идет в основном поколения, которые продуцируют, то есть могут еще иметь детей, вот именно вот эти вот поколения. То есть у нас сначала сделали нам Гатака, да, точно, Элла, ты правильно сказала, есть такой фильм, похожий очень. То есть, получается, сначала нам болячку закинули, да, там, чтобы поколение молодое и совсем, то есть детей, в принципе, и постарше, да, где-то там позачистить. Сейчас нам сделали этот ход. То есть, скорее всего, мне кажется, вот так как с такой скоростью все это развивается, вполне возможно, что к этому идет. Кто принял это решение? Может быть, даже машины? Ты знаешь, недавно ковырялись, именно вообще основу пытались найти, да, почему, кто. Потому что все, что вот это руководящее там, это все ерунда. То есть якобы, да, откуда все это дается. А вот все-таки так называемые серые кардиналы, и когда мне говорят о том, что это вот серый кардинал наш, там, забыл его фамилию, это ерунда полнейшая, как ни странно, мне показывают всегда женщину. И кого не спрашиваю, с кем не разговариваю из эзотериков, они говорят, женская энергия идет вот хотя можно сказать, что все зло от баб, да, но это не так, но все-таки. Вот, ты знаешь, вот именно вот что вот это спрятанное. Человек, который действительно как будто двигает, как будто управляет, именно женщина. Понимаешь, то есть тут насколько, а вполне возможно, что искусственный разум как раз и есть женская энергия, кто его знает. Может. Но это такие дебри, и так далеко идти, конечно, там практически невозможно куда-то попасть, там очень сложно. Сейчас, подожди-ка, я еще просто гляну, да, то, что накидали здесь. Так, сейчас. Про это мы немножко сказали, тут принцип работы, да. Про мощности для работы, про развитие, я так понимаю, что это. Ну вот тоже. Работа искусственного интеллекта, она состоит из 2 частей. Первый – это когда он учится, второе – когда он уже там выполняет какие-то задачи. Обученная нейросеть уже может что-то делать. Сам процесс обучения, он достаточно энергоемкий. Нужно много ресурсов, и в основном используются мощности видеопроцессорных. То есть есть разный тип процессоров. Вот процессор, который обрабатывает видео, он лучше всего подходит для обучения нейросети. Потом для работы нужно мощностей гораздо меньше. И там в обычном смартфоне уже вполне может умещаться там, в какой-то степени рабочая нейросеть, которая будет там что-то делать, что-то нужное. И вот чем дальше, тем как бы возможности аппаратуры, да, возможности там смартфонов и так далее, они все больше прогрессируют, и для там
как бы развития и проникновения нейросети, и там, непрерывной работы или там, нескольких нейросетей, не будет никаких трудностей. То есть у нас нет сейчас проблемы с мощностью. Вот. Такой вот нюанс. Слушай, ну ведь в принципе, да, если, скажем так, мозг этот заработает настолько и будет как сам по себе идти, как говорится, да, он же может просто все-напросто отключить. То есть я имею в виду, что все, что с человеческими факторами связано. То есть там же в той же самой больнице все отключить, ну по-простому скажем, да, там что будет гибели вот эти все. Либо же полностью вот все просчеты, расчеты. Я, конечно, была бы рада, чтобы налоговую отключила, я очень рада. Но я думаю, я не одна такая, понимаешь. Но вот что-то сейчас вот опять такие мысли приходят. И слушай, знаешь еще что, ты мне тогда сказал о том, что вот эти вот, как ни странно, картинки, да, когда тебе показывают, чтобы ты подтвердил, что я не робот, Да, и сравнить, да, это тоже обучающая какая-то именно программа. Да, многие, наверное, сталкивались, когда там на каких-то сайтах находятся. Иногда вылазит такое сообщение, особенно в каких-то там Google-ориентированных сайтах, когда нужно подтвердить, что ты не робот. Раньше это были, там нужно было ввести, там, прочитать цифры какие-то, которые носились. Это, кстати, сейчас этого нету, точно. Сейчас этого уже нет, да, потому что цифры уже пришли, потому что это самый простой способ обучения нейросети на цифры. Вот. Это первое, что делают при построении какой-то там нейросети, даже студенты сейчас в университетах, это распознают цифры. Сейчас распознание картинок. Многие замечают, что вылазит какая-то там несколько картинок, их там 9 штук, и выбери светофор или там, я не знаю, какой-нибудь пешеходный переход. А это нужно как раз для того, чтобы нейросеть обучалась лучше. То есть вот это используют, вот этот метод используют для того, чтобы она как бы развивалась при помощи людей, которые и так ходят по интернету. Это нейросеть от Гугла, она называется, не помню точно название, там есть уже их несколько есть. У Microsoft своя называется Copilot, Genemy, у Гугла Genemy называется. Вот, и большое количество сейчас развивается, среди них может какая-то конкуренция начнется. Блин, точно. Ты знаешь, вот ты сейчас напомнил, ведь действительно цифр больше нету, то есть когда вот это подтверждение какое-то. Это уже сильно просто. Ага. Так, и слушай, что еще хотела сказать. Давай немножко коснемся другой темы, это цифровая валюта. Давай мы сейчас в эту сторону. Я извиняюсь, что я кидаюсь из стороны в сторону. Я говорю, ну ты привыкший, поэтому... Страх у людей, страх, да. Я тоже очень категорично отношусь, потому что я знаю, что возможен контроль тогда. То есть контроль именно над твоими... И так-то контроль идет над финансами, да, но идет такое, что, например, у тебя там какое-то количество только будет денег, тебе больше-меньше нельзя брать. То есть вот конкретика такая здесь. То есть, понимаешь, они потом будут сгорать. То есть вот я когда разговаривала тоже с одним человеком, который немножко занимается цифровой валютой, вот это вот рассказывал о том, что вот, говорит, по-простому скажу так, вот у тебя будет там 5000, да, сэкономленных вот этих вот, как, не знаю, как правильно. Тебе дадут там на жизнь, скажем так, только 1000, если ты не использовал за определенный срок, то эти деньги уходят автоматически государству. То есть, понимаешь, вот такое вот. То есть у тебя нету, когда бара, ты не можешь их отложить уже, налички, ты не можешь их отложить. Здесь какой-нибудь есть вообще связь? Их очень много цифровых валют, и вот это вот как раз то, что ты говоришь, это правительство разных стран хочет взять под контроль, выпустить цифровой доллар, выпустить цифровой рубль и так далее. На самом деле сама идеология криптовалюты, когда она создавалась, это как раз было уйти от контроля. Извини, Анькино сообщение, Анина. Да-да-да, как-то. В общем, сама цифровая валюта изначально, биткоин, это самая первая, это, по-моему, была. Вот. У нее как раз была идеология в том, что нет контроля никакого. Невозможно проконтролировать источник, кто владеет этой валютой. Его невозможно отследить. Вот. И невозможно подделать транзакцию. То есть там получается так, что в каждой сделке покупки, продажи или передачи, пересылки валюты содержатся абсолютно все, которые были до этого, все сделки. То есть не поддельная штука. Этот формат блокчейн – это универсальный. Если его примут еще там как-то в правительственных вещах, то нотариусы будут вообще не нужны. То есть не нужно будет ничего заверять, потому что все есть во всем. Вот. Тут интересная штука по поводу
майнинга криптовалюты. То есть многие знают, может быть, слышали о том, что есть такие майнинг-фермы, там целое оборудование, которое там что-то там майнит. Вот это вот, ну, не совсем понятная штука. Официально это как бы все это оборудование, все эти устройства, которые люди покупают и себе там ищут эту криптовалюту из ниоткуда, они как бы нужны официально для того, чтобы якобы обслуживать вот эти транзакции, которые между собой там люди пересылают и так далее. Но как бы для обслуживания таких вычислительных процессов не нужна такая огромная мощность, которая тратится на этот майнинг. Для того, чтобы там добыть там, какую-то 1/10 биткоина, нужно спалить куча энергоресурсов и там, часов работы процессоров. А лучше всего для этого используются процессоры, которые с видеообработкой, видеопроцессоры, которые лучше всего используются для обучения нейросети. И вот у меня очень давно подозрение, что эта вся как бы сеть майнинга криптовалют, она также, наверное, используется для обучения какой-то огромной нейросети или там нейросети. Потому что реально не нужны такие ресурсы. Обалдеть. Потому что какое время живем? есть примеры там банков, да, у них есть там какие-то свои там сервера. Их не огромное количество. Там, где хранится информация, там все вот эти вот тоже транзакции, банковские там нюансы и так далее. Там же их гораздо больше. Вот. Есть количество этих устройств по миру, которые там люди себе купили и манят валюту, их там гораздо больше. Вот. И ресурс такой не нужен. Я вот думаю, что это какая-то вот вещь, связанная с обучением нейросети. Она просто под таким соусом подана, и вот эта вот возможность себе там как-то наманить какую-то там валютку, ее потом продать. Вот. Ну, вот есть рынок валют, их там все выпускают, как-то пытаются тоже через какие-то разные биржи их продвигать, продавать, и на все это используется ресурс, который в итоге непонятно кем контролируется. Вот это вот как раз, что непонятно кем контролируется. Вот это самое интересное всегда. Да. И что дальше вообще? Я здесь немного в шоке. Слушай, как думаешь, вообще биткоин, он будет еще сохраняться? То есть он не... Я думаю, что да, он слишком сильно проник. Очень много его уже используется в разных, там даже в интернет-магазине в Европе в каком-то можно, некоторые страны уже его приняли как валюту, которой можно расплачиваться, нет никакого запрета. Можно даже там, я не помню, в каких-то европейских странах платить за коммунальные услуги при помощи криптовалюты. Ее сильно много уже. Я думаю, будут пытаться. Потому что у меня такое ощущение, знаешь, если мы берем тот же цифровой доллар, да, или там евро цифровой, который будет, что как не будут давать, как, знаешь, вот именно биткоину куда-то проходить. Но при том, так я в последнее время тоже стала замечать, что действительно он везде сейчас. То есть есть возможность там с разных стран, если раньше не было возможности, там где-то запретили или что-то, какие-то делать обмены там, либо переводить, да, то сейчас вот именно через биткоин это можно сделать, через криптовалюту вообще. И это не отслеживается. Нет налогов, нет каких-то обязательств, невозможно отследить. Просто невозможно. То есть это получается у нас самое выгодное, что есть, да, в принципе? Да, это получается раньше для того, чтобы там передать бумагу, нужно было там какие-то сложности, ехать, был там опасность какой-то там встречи и так далее. А если банковский перевод, то есть в конечном счете идентификация там человека, который это заберет, придет там, обналичит как или перейдет на другой счет. То здесь никакой, невозможно. Я думаю, она будет жить. Слушай, тут уже, я смотрю, были вопросики. Друзья мои, давайте тоже задавайте вопросы. Используйте этот момент, пока у нас Денис здесь. Сейчас я просто подниму, ой, сколько людей зашло, оказывается. Сейчас я посмотрю, где-то я видела эти вопросы. Зачем это все придумали, для какой пользы? Что именно? Если криптовалюта, то это для того, чтобы не контролировать деньги, не контролировать других людей. Нейросети, они действительно есть вещи, в которых они очень хорошо помогают. Ну, вот, например, представим себе там беспилотные автомобили, которые ездят лучше, чем люди. И, они просто не могут попасть в аварию, потому что они вычисляют без
плотно и четко, и гораздо больше, чем человек. Угу. Это какие-то диагностические штуки. То есть, Слушай, у тебя со звуком что-то? со звуком. Да, то есть как будто глухой стал. А сейчас не лучше. Чуть-чуть лучше, ага. Окей, все. Так, смотри, здесь Оля задала вопрос. Зачем все это, с какой скоростью это, и с какой скоростью это выйдет из-под контроля? Как ты думаешь? Я не знаю. Сначала это будет приносить очень много пользы. Мгм. Беспилотные автомобили, какие-то там устройства, которые помогают, например, на 100% предопределить вероятность инфаркта. Мгм. В этом деле инсульт. Вот есть там умные часы, действительно умные часы, которые это все контролируют и предвидят. Они могут анализировать там, график питания, какой-то там жизни. Не так, как сейчас вот эти умные часы, а Мгм. действительно с использованием интеллекта. Мгм. То есть польза однозначно там, у врачей, там каких-то военную тему мы не берем, Мгм. все что угодно, какие-то финансовые аналитики, может. Мгм. Это просто быстрее, чем человек будет работать, и Мгм. стабильнее. Мгм. Но А плюс- вот вопрос самосознания этих штук, смогут ли Мгм. они себя осознать как каких-то сущностей, которым от человека грозит опасность, вот в этом. Мгм. Сейчас, подожди. Аня тут написала. Вопрос к Лиле. Сможет ли ИИ в скором будущем заменить эзотериков? Если не будет человечества, то и эзотерики не нужны будут. Я скажу так, я скажу по-простому. То есть поэтому... вообще, я уже говорила об этом, что, смотрите, ясновидение, да, что такое вообще на самом деле ясновидение? Это оптимальный просчет самой вероятной ситуации. То есть одно дело виделка там как таковая, да, какие у нас у всех есть, да, но вообще как это значение имеет, что, ну, в научной, с научной точки зрения, это оптимальный просчет. Скажем так, что, скорее всего, да, потому что будет просчитывать какие-то ситуации самые вероятные. А То есть поэтому видел, как я... Идешь, ты видел. Ну, единственное, только обряды не сможет делать, только единственное. Сейчас, подожди, еще. Сейчас я просто наверх сначала, а потом... так, все, походу там больше не было. Сейчас спустимся вниз, посмотрим. Так, друзья мои, давайте вопросы, потому что я смотрю, вопросов пока нету. Или я пропустила что-то. Да, наверное, нет пока вопросов. Так, о чем мы еще можем поговорить с тобой на эту тему? Вот смотри, то есть мы уже тоже коснулись, ты это сказал, да, что сейчас вот идет замена, что могут там и картины писать, и все на свете. Конечно, сейчас кто-то скажет, душ уже не передашь, понимаешь? Ну вот именно там, но. То есть вот именно там в картину не внесешь, тогда если будет нейросеть только писать, да. Но насколько я даже смотрела сейчас, вот когда вот там у меня есть уже программа, которая делает эти, создает там картины разные, то есть очень интересно, кстати, я в восторге, потому что иногда играюсь с этим просто-напросто. Когда смотришь, довольно глубокие вещи можно увидеть. То есть, понимаешь, то есть вот именно вот когда картинку смотришь, которую она создала, когда задаешь там какую-то программу ей, там довольно интересно. Ну и душу вкладывает человек, который ставит задачу нейросети, как инструмент получается. То есть вот здесь, да, в принципе, да, ты сейчас рассказал, да, то есть тот, кто заложил. Ну, а если она сама начнет что-то создавать? Мне кажется, там, ну, в принципе, в некоторых картинах души и нету. Там в некоторых картинах, то есть здесь такое. Так, подожди, вопросик еще поступил. Все в шоке просто и переваривают информацию. Это пишут просто, что в шоке все. Да, потому что ты очень коротко, четко все рассказываешь, понимаешь, поэтому быстро доходит до людей. Так, можно ли... Сейчас, подожди-ка. Слушай, а вот отношение к живой природе мне интересно. Сейчас что-то мне в голову это вошло такое. Насколько вот ее восприятие живой природы может быть? То есть, окей, она человека может воспринимать как врага. Ну, так можем предположить, да, то есть, если будет понимать. А вот с животными интересно как? Ну, может, как раз, наверное, защитить живую планету от человека, который ее поганит. Может быть так. Потому что, опять же, планета ей нужна, то есть этой системе для того, чтобы, скажем так, дальше развиваться и жить. Точно? Ресурс нужен. Смотри, а вот такой вот, а вы знаете, что такое битбон? Это тоже цифровая, но якобы не везде. Вы что-то об этом знаете? Слышал Это, что-нибудь такое? насколько я знаю, это
одна из валют. Они просто как бы многие криптовалюты имеют под собой какие-то разные, ну вот как доллар подкреплен золотовалютным резервом штатов, то разные электронные валюты имеют под собой там какую-то другую основу, которая подкрепляет их стоимость. Например, есть там у Илона Маска валюта, которая вот как-то связана с электроэнергией, да? Там она подкреплена там, теми ресурсами, которые могут вырабатываться. То, ну вот, это очередная валюта, которая там, имеет какую-то свою изюминку, чем-то подкреплена специфически. И это больше маркетинг, мне кажется, для того, чтобы привлечь вот на ранних стадиях людей, чтобы валюта раскрутилась, чтобы ее покупали, ею там, проплачивали друг другу и так далее. То есть это больше маркетинг все-таки. Слышали, да, ребят? Так, что мы еще можем рассказать? Что ты еще такое интересное знаешь? Рассказывай. Мне интересно у тебя спросить. Будет ли вот, ну, если у искусственного интеллекта будет самосознание, если он сам себя осознает, то будет ли там возможность поселиться в душе? То есть, может, это какая-то эволюция типа от биологического в цифровой? Знаешь, сейчас какой ответ пришел? Я просто скажу, да, я надеюсь, что у меня просто крыша едет, да, как обычно, что мои тараканы там заскакивают. Смотри, во-первых, когда ты начал говорить, был ответ да, что да, может быть. А потом показывают вход, знаешь, ну, есть у нас такие нехорошие энергии, да, которые тоже могут как играть роль души, так называемой. То есть, как человеческой души, как основы. Нет, такого нет. То есть, вот этой энергии именно душевной. А вот как со стороны, потому что мы не забываем о том, что у нас параллельно еще есть, да, там разные жизни. Мне сейчас, понимаешь, сейчас ты меня в такую мысль сейчас натолкнул. Подожди-ка. Нет, стирания границ не будет. Самое интересное, что, понимаешь, если мы берем параллельные вот именно миры, которые у нас существуют рядом с нами, да, и которым мы нужны, то есть ну, некоторым, то есть вот они как-то интересно тут взаимосвязаны будут. То есть получается, это, наверное, больше будет, человек не вымрет. То есть сказать, что планета будет вообще вот именно без людей, нет. Это глобально сейчас показывают. Такого нет. То есть наступит момент какого-то стирания. То есть, скорее всего, она будет уничтожена. Но мы до этого не доживем. Потому что параллельность миров, которые еще у нас, опять же, от которых мы зависим, и они зависят от нас, они будут играть роль какую-то. Слушай, ты вообще можешь сейчас фильм снимать, блин, где мой Оскар? Ну, да. Здесь вот именно показывают это, то есть мы слабые, да, какой-то процесс уничтожения будет происходить, а вот эти вот параллельности, которые, они как не дадут полноценно уничтожить. Господи. Мне сейчас такое кино показали. Я же говорю, я своего Оскара получу еще. Терминатор какой-то очередной. Да там не просто терминатор, там покруче выходит. То есть как будто, знаешь, это вот граница стирается. И по ходу то, что сейчас происходит, то, что мы переходим в это новое такое измерение, да, то, что мы стали видеть вот эту параллельность очень многие, вот эти параллельные миры. Мы же их практически уже все как-то соприкасаются все. То есть это тоже не просто так, оно как будто все взаимосвязано. То есть для того, чтобы не произошло полного уничтожения человечества. Мы еще жить будем. То есть в эту искусственный интеллект может получить душу, но какую-то ограниченную, то есть низшую, наверное, да, какую-то. Да, вот низшую, да, может получить. То есть это есть вот из этой существ этих. Но опять же, оно, вот я говорю, поэтому и говорят, что сейчас идет там война еще и параллельно, да, то есть в параллельных мирах у нас идет война. То есть что тоже это все связано между собой. Так может быть, искусственный интеллект это как раз дверь для какого-то параллельного мира, для души, которая будет входить в наш слой, как бы. Как-то так. То есть, чтобы нас как раз не уничтожить полностью, то есть, чтобы она не уничтожилась полностью, потому что она все равно нужна. Ты понимаешь?
Потому что вот эта энергия, которая в нас, она нужна. То есть не мы сами как физическое тело, а именно вот эта энергия. А для этой энергии нам нужно физическое тело. И чтобы она полностью не уничтожилась, тут вот это происходит такое. Интересно. Короче, тут плоская земля даже рядом не стояла версия. Да. Здесь это интересно. Очень достаточно так. Никогда бы не подумала. Ну просто сейчас я говорю, так показали. Я на эту тему даже не задумывалась. Но ты натолкнул, вот, что значит, да? Задай вопрос, получишь ответ. Так, друзья мои, давайте вопросы ваши, потому что время идет. Скоро будем закругляться уже. Так, про душу мы с тобой прошли, это, то есть про поговорили, блин. Да, слушай, в принципе, наверное, мы все коснулись. А если у тебя еще что-то есть интересное? Вот, может ли быть у них там война между собой? Может ли какой-то один искусственный интеллект, одна вот, ну, как бы, центральная сущность выйти какая-то, которая будет как... Есть просто там какие-то фантастические фильмы, которые так смотришь, и уже как-то они не кажутся сильно фантастическими. О том, что в каких-то там будущем искусственный интеллект может заменить Бога для людей, потому что он знает все ответы. Это даже математически доказанная модель, когда наступит момент, когда ну, вот эти нейронные связи и развитие искусственного интеллекта, то есть мы сейчас в самом начале вообще, то что вот когда там очень давно были там мобильные телефоны с вот такими антеннами, вот. А через лет с такой динамикой, там 10, 20, 30, то он может превзойти человеческий мозг. И он может настолько влиять на людей, что он может заменить Бога для кого-то. Слушай, здесь, знаешь, я тебе сейчас скажу, здесь не говорят 10-20 лет, здесь говорят 7. Ну, это все еще, походу, даже это. Сейчас, подожди-ка. Как будет выглядеть школа будущего? Живых учителей заменят? Если мы все-таки пойдем по этому, то есть эту картинку, если смотреть, по тому пути, что за нас, скажем так, заступятся, да, то есть вот это вот, то вот этой полной замены не будет. Конечно, будет, потому мы уже и сейчас, да, многие там в интернете учатся и все на свете, но полной замены именно человеческого фактора не будет. И если же мы, как вот в некоторых вещах мы прошли точку невозврата, все-таки мы пойдем по пути, когда будет уничтожение человечества, естественно, замена будет всего. Ну, по крайней мере, то, что... Я говорю, у нас есть два пути основных. Не 1000, а сейчас два на данный момент. Блин, скорость мне не нравится, какое-то все. Учителей и врачей никто не заменит. Будьте проще, поверьте мне, заменят. Еще просто, когда он будет больше знать, больше мочь, больше обрабатывать информацию, когда он будет там в 10 раз мощнее человека, и он изобретет там следующее электричество какой-то там суперкосмический двигатель или там технологию получения энергии и ресурсов из там откуда угодно. Слушай, факт то, что сейчас, если мы смотрим, да, очень, ну, у нас поколения такие уже все, и мы сами такие стали. То есть мы перестаем сами по себе думать много. То есть у нас есть телефон, у нас есть там, я говорю, даже тот же самый навигатор, как он это все. Если раньше мы там карту разложили и там что-то обдумывать нам надо было, то сейчас нам говорят, куда ехать. То есть человек тупеет. И очень-очень сильно. Это же даже математически понятно, потому что человек, когда изучает что-то там, ну, принимает какие-то решения, переживает, смотрит на карту, там, читает книгу и там все что угодно, это он обучается, у него формируются вот эти нейронные связи, их становится все больше и больше. И у него вычислительная способность увеличивается. То если человек деградирует постоянно, у него, ну, он скоро совсем тупее станет. То есть тут не вопрос каких-то там текущих знаний, которые у нас там человечество достигло. Это вот вопрос какого-то там смышленности. Вот он не будет такой смышленный. Это просто не будет чем смышляться, связи не будет. Человек, когда разносторонне развивается, он как бы формирует вот эти вот, физическую скорость вычислений в голове, биологическую. Я вообще... Ну, тут вопрос, в чьих руках он окажется, ну, вот, самый передовой на какой-то момент. Когда он будет, ну, там, он уже развивается вот
по такой кривой, и в какой-то момент он просто вертикально вверх пойдет, когда он будет, ну, там, то, что сейчас очень быстро, нам покажется сильно-сильно медленно. Добрый вечер. Если ИИ будет заменять людей, что будут делать люди, чем заниматься? Вымещение, так вот, они будут не нужны, в принципе. В этом и вопрос, куда их девать. Да. Поэтому я говорю, скорее всего, то, что сейчас происходит, это как раз к этому все идет. Подожди-ка, еще вопрос был. Во Франции беспилотное авто сбило 2 людей. Встал вопрос ответственности. Почему вы утверждаете, что беспилотное авто не попадает в аварию? Это беспилотное авто, которое сейчас используется, они не используют искусственный интеллект. Это старые алгоритмы, которые там должны быть вот, прописаны все условия. Оно не принимает решений. Оно просто действует строго по алгоритму, когда нужно замерить и это самое, и принять решение. То искусственный интеллект, он будет все-таки гораздо мощнее. Вот если его поставят в автопилоты. Сейчас там только на стадии испытаний каких-то, и там самые передовые автопилоты, по-моему, у Теслы, и у них вроде как все нормально с этим. То есть в любом случае это будет развиваться, становиться все лучше и лучше. Сейчас, подожди-ка, люди вопросы стали присылать. Как будет выглядеть мир через 7 лет? Ой, не буду говорить. Настолько плохо? Не буду говорить. Или настолько хорошо? Не люблю я этого. Не буду говорить, пока не буду. Хамиля сказала, что люди должны творчески заниматься. Люди должны творчески заниматься, но вы посмотрите, что сейчас творится. То есть, когда наблюдаешь за людьми, то есть люди какой-то вот рамки себе поставили. То есть они, с одной стороны, да, могут обширно вот, там, смотреть на все это, но они еще себе поставили рамки. То есть в каком смысле? Сейчас вот все просто, вот опять же, то есть там тот же самый ТикТок, то же самое в интернете мы все посмотрели, нам всю информацию надо, никто не читает, никто ничего не разыскивает, потому что задал информацию, тебе она выдает то, что тебе надо. То есть творчески развиваться есть еще. Слава богу, сейчас, кстати, дети эти, которые сейчас новые приходят, сейчас я эту связь найду, подождите. Они же не просто так приходят. Вот эти вот двухтысячники сейчас, которые, они очень интересные. Они интересны тем, что они пришли с информацией, которая у них не стерта с прошлых жизней. То есть они ее сюда несут. И они несут ее как мудрецами. Это одно. Но а когда у нас искусственный разум, скажи-ка мне, пожалуйста, начал так резко прогрессировать, ты можешь это сказать? Да, вот недавно буквально. Ну, то есть это вопрос нескольких лет. Блин, это вот это как раз их энергия. Сейчас я пофилософствую, сейчас я вам расскажу кое-что. Смотрите, друзья мои, когда пришли дети 90-х в мир, что у нас произошло? Дети 90-х, то есть это девяточки наши шикарные, да, которые подключены к информационному полю, да, они принесли эту энергию развития. То есть конец 80-х, начало 90-х понеслась родная по развитию именно там всех вот этих вещей, там телефонов, всего остального, да. Когда шли двухтысячники, это видео у меня есть, что я сказала, что эти дети необычные, у них такая энергия подсознания, которую они несут. Теперь смотри, ты говоришь, что совсем недавно. Скорее всего, эти дети при рождении, так как они не используют эту энергию, пока они еще маленькие, они ее либо родителям отдают, если родители хотят этого, да, либо оставляют при себе и, скажем так, в мир рассеивают. Вот они, наверное, дали этот толчок. То есть, опять же, под ключ к информационному полю нашему, и они дали вот эту вот энергию толчка. Но это не просто так. Либо они будут очень хорошо связаны с этим совсем, то есть, либо вот они не дадут нам вымереть. Как это правильно сказать по-русски, не знаю. То есть я думаю, что с ними что-то связано. Лилия, а люди будут протестовать против цифровых денег или же все уже решено? Ну, знаете, так 10% походит. Что будет с нашими внуками и правнуками? Вот как раз внуки и правнуки, которые сейчас же опять же рождаются, да, вот эти вот детки, вот у меня, наверное, они вот сохранятся как... Вот сейчас я просто, знаешь, картинку представила, да, то есть мне надо сравнить, насколько мы мешаем жить именно этому интеллекту и будем мешать жить. Что мне показывают? Мне показали другое. Мне показали, к примеру, робот, да, рядом с человеком, то есть, ну, молодой человек, то есть как за руку держит.
То есть как бы там не было еще вот этого какого-то связи. Я говорю, это сложно. Для меня сейчас пока еще это сложно переключиться на такие вещи. Но здесь какая-то вот между ними связь есть. Интересно достаточно. Поэтому мне еще надо все это переваривать. А про наводнение нет, мы не будем сейчас смотреть. Я вам скажу только одно, что все сделано искусственно. А как же отработка кармы? У кого почем душа болит? Открою другую параллель. Слушай, надо не пакостить здесь, чтобы карму не надо было так отрабатывать. Сейчас дальше идем. Так. Здесь не только Армения. Смотри, здравствуйте, я армянка из Армении. Как вы думаете, Армения выживет? То, что происходит вокруг, этот искусственный интеллект даст нам пользу? Ну, про пользу ты сейчас немножко говорил, можешь еще раз коснуться. Вначале точно даст. И очень большую, мне кажется. Угу. Ну, люди качественнее жить будут в какой-то степени. То есть, рабочие профессии там, при строении робототехники, продолжении, будут заменены такие грязные какие-то, да, тяжелые шахтеры, условно, там, какие-то, там где тяжеляк какой-то. Будут заменяться с этими вещами. Какие-то там большая помощь для врачей, для тех же автопилотов и так далее. Польза точно будет. Просто самое главное, что она из-под контроля не вышла, эта система. А она может, то есть вероятность очень даже большая, очень большая. Вообще. Слушай, а вот насколько, вот по идее, да, у нас человек сам по себе, ну, это нехорошее существо, потому что если мы берем по сравнению там для Земли, да, то есть человек это паразит, как бы там ни было. А насколько, как ты думаешь, вот именно искусство, вот все равно ему же, чтобы развиваться, тоже нужны какие-то там полезные ископаемые, да, там, я не знаю, железо там для этой какой-то техники или что-то. Насколько он будет вредить? Ой, неправильно я сказала, подожди. Использовать, наверное, вот эти вот, насколько они нужны будут ему, эти ископаемые? Ну, смотри, он может их доставать с других планет. Например, сейчас тоже вот очень там новость последних там месяцев, недель про огромные залежи на Луне. Я не помню, как называется, какой-то определенный гелий. Гелий-4 или что-то такое. Минерала, которого нету, вещества, которого нету или в малой степени есть на Земле. А это очень крутое топливо для ядерных реакторов. Сумасшедшее просто. Оно позволяет... Я не силен в ядерной физике, но это очень важное вещество. И можно доставать из Луны. Вот. И это будет супер топливо, супер энергию давать. Не нужно будет полить уголь, нефть и так далее. Но опять же, солнечная энергия из эфира, которую там когда-то находил Тесла, именно ученый, я не помню, Никола Тесла. Да, там же было куча всяких экспериментов, которые подтверждались. Но я думаю, что он это все найдет, и наоборот, он будет меньше вредить Земле. И балансировать ее как-то, предвидеть цунами какие-то, может быть, катаклизмы. Ну, по характеристикам каким-то там колебания, там, не знаю, давления и всего остального. Там другие цивилизации не дадут. Будем надеяться, да? Надежда умирает последней, это точно, да? Да. Не, тема вообще, конечно, очень интересная. Это он светится по ночам, как фонарики на Луне, я имею в виду. Что-то не то ты. Так что... Нет, слушай, мы с тобой уже почти часик сидим, наверное, давай закругляться будем. Мои друзья, смотрите, пишите, пожалуйста, в комментариях ваши вопросы. То есть, если вам было интересно, я думаю, что было интересно, для меня этот час уже пролетел, как не знаю что. Подожди. Еще вопросик. Добрый вечер. Может ли появиться язык свой у ИИ, непонятно создавшим его? Возможность отключения еще останется? То есть, если на свой уровень он какой-то выйдет? Но мне кажется, да. Я не понял вопрос. Язык общения? То есть, когда люди его вообще перестанут понимать, искусственный разум. То есть, он как бы сам собой там и будет управлять и руководить. Вот это вот. Конечно.
ему не нужен будет язык. Мгм. Он будет как-то иным способом перемещать информацию. То есть, Мгм. если говорить про взаимодействие двух систем нейросетей, там не язык используется. Там как раз вот передача данных очень Мгм. быстрая. Там это гораздо быстрее и проще, чем проговорить, Мгм. сразу передать необходимую информацию там, в нужном, сжатом, упакованном виде. Мгм. Это точно. Помните фильм «Звездные войны»? Что-то напоминает то, что сейчас происходит. А, ты про минерал говорила, хорошо. Да, все, давайте будем закругляться, мои хорошие. То есть, смотрите, еще раз повторюсь, пишите в ваших комментариях ваши вопросы. Если вам было интересно, то есть мы выйдем еще раз с Денисом, потому что все равно нужно на что-то, чтобы вы наталкивали. Я думаю, Денису тоже интересно было посидеть, такой Очень. опыт. Ну, увидимся с вами еще. Спасибо тебе огромное, что ты Спасибо тебе. согласился на этот эфир. Да, Спасибо за увидимся приглашение. обязательно. Давайте, мои хорошие, до новых встреч. До свидания. Всем спасибо. До свидания.